Рыба фугу настолько ядовита, что даже малейшая ошибка во время ее приготовления может привести к летальному исходу. Тем не менее, в Японии фугу является популярным деликатесом. Сегодня расскажу, почему эта дьявольская рыбешка так опасна и как уцелеть при ее употреблении. Также вы узнаете, как в японском городе была объявлена тревога из-за фугу и что буквально повергло в шок местных жителей. Вы не поверите, но вот эта небольшая рыба таит в себе угрозу, которая в сотни раз превосходит опасность цианистого калия. Все самое вредоносное скрывается в ее внутренностях и коже. Там содержится тетродотоксин, мощнейший яд нервно-паралитического действия. Всего 1 миллиграмм этого вещества, крошечная капля, достаточен, чтобы отправить взрослого человека на тот свет. Одной рыбки хватит, чтобы отравить целую компанию из нескольких десятков человек. Самые опасные части – это печень и икра. Их считают настоящим средоточием отравы. Кишечник тоже опасен, а вот в мышцах, то есть в самом мясе, яда значительно меньше, но риск все равно остается. Что самое коварное, этот яд термостабилен. Ни варка, ни заморозка, ни сушка его не разрушают. Самое интересное, что фугу сама по себе яд не производит. Она накапливает его, поедая определенных морских обитателей. Звезд, моллюсков, в которых живут особые бактерии, вырабатывающие тетродотоксин. То есть рыба становится ядовитой из-за своего рациона. Если выращивать фугу в искусственных условиях и кормить ее безопасной пищей, она вырастет совершенно безвредной. Действие яда на организм человека ужасно. Попадая в кровь, он атакует нервную систему. Его мишень – натриевые каналы нервных клеток, отвечающие за передачу импульсов. Блокируя эти каналы, тетродотоксин фактически обрывает связь между мозгом и мышцами. Симптомы начинают проявляться в диапазоне от 30 минут до нескольких часов после употребления рыбы. Начинается все с онемения в области рта и лица, затем появляются мышечная слабость, головокружение, нарушение координации. Постепенно паралич охватывает все тело. Несчастный теряет способность двигаться, говорить, глотать. Дыхательные мышцы, включая диафрагму, также перестают получать сигналы от мозга и отказывают. Наступает удушье. Самый шокирующий момент отравления – сохранение полного сознания у жертвы практически до самого конца. Человек оказывается запертым в парализованном теле, осознавая происходящее, но не имея никакой возможности повлиять на ситуацию или даже позвать на помощь. Эффективного противоядия на данный момент не существует. Единственная мера, которую могут предпринять медики – это немедленная госпитализация и подключение к системам жизнеобеспечения. Если удастся поддерживать дыхание и работу сердца до тех пор, пока яд не будет выведен из организма, у пострадавшего есть шанс на полное выздоровление без долгосрочных последствий. Но малейшее промедление или слишком большая доза яда делают исход смертельным. Несмотря на все меры предосторожности и мастерство поваров, смертельные случаи отравления фугу, к сожалению, не редкость. История знает немало трагических примеров. Пожалуй, самая известная жертва – легендарный актер японского театра кабуки Мицугора Банда 8. Его называли «живым национальным сокровищем». В 1975-м он скончался от паралича после того, как в 4-й раз попытался отведать самую опасную часть рыбы – печень в ресторане Киото. Для него эта погоня за острыми ощущениями стала фатальной. Но это не единичный случай. Статистика неумолима. Только в Японии за период с 1996 по 2006 от отравления фугу погибло 6 человек, а госпитализировано было более 60. С 2000-го скончались 23 человека. Причем большинство из них это рыбаки или любители, рискнувшие приготовить смертельно опасный улов самостоятельно, без должных знаний и навыков. В других странах Азии ситуация не лучше. На Тайване за 20 лет зафиксировано 11 смертей, а в Китае за 3 – 35. В апреле 2023-го в Малайзии пожилая женщина умерла, а ее муж впал в кому после того, как они съели фугу, купленную на рынке и приготовленную дома. В США в 2007-м от ядовитой рыбы пострадали 2 в Чикаго, а в 2014-м зафиксированы 2 отравления в Миннеаполисе и 1 в Вирджинии. Все эти цифры – страшное напоминание о том, что фугу не прощает ошибок. В 1975-м. Известно об одном случае, который ярко иллюстрирует, насколько серьезна опасность фугу даже в современной Японии с ее строжайшим контролем. В 2018 году в городе Гамагори местный супермаркет по ошибке продал 5 рыбин фугу, из которых не удалили печень, одну из самых ядовитых частей. Власти немедленно объявили тревогу, используя специальную систему оповещения, и призвали жителей проверить купленную рыбу. Это был настоящий переполох. 3 опасные тушки удалось быстро найти и обезвредить, но 2 так и остались ненайденными, представляя смертельную
смертельную угрозу для тех, кто мог их приобрести. Этот инцидент показывает, что человеческий фактор может свести на нет даже самые строгие правила, а правила действительно железные. Из-за высокого риска употребление фугу в Японии долгое время находилось под запретом, как и ее вылов. Сейчас ситуация иная, но контроль беспрецедентный. Во-первых, готовить и подавать фугу имеют право только те повары, прошедшие многолетнее обучение и получившие специальную государственную лицензию. Экзамены невероятно сложны. Нужно не только знать десятки видов фугу и способы их обезвреживания, но и на практике идеально разделать рыбу за ограниченное время. И вишенка на торте, экзаменуемый обязан съесть то, что сам приготовил. Во-вторых, существует строжайший запрет на употребление в пищу наиболее ядовитых органов, особенно печени и икры. В-третьих, рестораны обязаны вести учет рыбы и утилизировать ядовитые отходы по особым правилам, в запертых контейнерах. Похожие запреты пытаются вводить и в других странах, например, в Таиланде, но там они не всегда эффективны. К счастью, в море фугу не представляют существенной угрозы для человека, который просто плавает или ныряет. Они не агрессивны и не нападают первыми. Их яд содержится внутри, в органах и не выделяется в воду или через кожу при простом контакте. Конечно, если попытаться схватить рыбу, она может и укусить своим мощным клювом, да? Да, и укол шипами будет неприятен, но смертельная опасность исходит именно от употребления ее в пищу, а не от встречи с ней в ее естественной среде обитания. Фугу, а точнее такифугу, это целое семейство иглобрюхих рыб, насчитывающее более 20 видов. Чаще всего, когда говорят о блюде фугу, имеют в виду бурого скалозуба, но и другие его родственники попадают на стол. Обитают эти рыбы преимущественно в морских и солоноватых водах северо-западной части Тихого океана, у берегов Японии, Китая, Кореи, российского Дальнего Востока. Обычно они держатся недалеко от дна, предпочитая заливы, бухты и прибрежные зоны на глубине до 100 метров. Внешне фугу довольно примечательны. У них нет привычной чешуи, тело покрыто плотной эластичной кожей, у некоторых видов с мелкими шипами. Рот небольшой, но зубы сросшиеся и образуют подобие клюва, которым рыба легко раскусывает панцири моллюсков и ракообразных, свою основную пищу. Самая знаменитая их особенность — способность раздуваться при опасности. Рыба резко заглатывает воду или воздух, если оказывается на поверхности, и ее эластичный желудок растягивается, превращая тело в утыканный шипами шар, в несколько раз превышающий обычный размер. Это отличный защитный механизм от хищников. Приготовление фугу – это не просто кулинария, это настоящее искусство, требующее невероятной точности и знаний, сравнимых с работой хирурга или сапера. Я с удивлением узнал, что повара, работающие с этой рыбой, используют специальные, очень острые ножи, иногда целый набор для разных этапов. Весь процесс разделки — это сложная, выверенная до мелочей процедура, состоящая порой из 3 десятков шагов. Начинается все с аккуратного удаления плавников. Их часто сушат, чтобы потом добавлять в саке для особого аромата и эффекта. Затем снимается кожа. Это тоже деликатный момент, так как кожа у некоторых видов съедобна, но ее нужно тщательно очистить от мелких шипов, если они есть. Самый ответственный этап — извлечение внутренних органов. Повар должен с ювелирной точностью удалить печень, икру или молоки, кишечник, почки, глаза, все части, где концентрируется смертельный яд. Малейшее неосторожное движение ножа, и яд может попасть на съедобное мясо, превратив деликатес в смертельное оружие. Кровь также тщательно смывается. После удаления всех опасных частей остается чистое филе. Его нарезают тончайшими, почти прозрачными ломтиками для сыроедения. Также могут использоваться молоки. Их считают большим деликатесом. Все ядовитые отходы немедленно помещаются в специальный запираемый контейнер для последующей утилизации через сжигание. Каждое действие повара подчинено одной цели — гарантировать безопасность гостя, оставив лишь неповторимый вкус и остроту ощущений от близости к риску. Действительно, чаще всего знакомство с фугу начинается с ее употребления в сыром виде, как сашими. Повар нарезает филе рыбы не просто тонко, а почти до прозрачности, это требует невероятного мастерства. Ломтики часто выкладывают на блюде лепестками, имитируя цветок. Едят их, макая в специальный соус. Обычно это смесь соевого соуса и сока цитрусовых с добавлением тертой редьки с перцем и нежного зеленого лука. Вкус у такого блюда очень деликатный, а текстура упругая. Однако сырой фугу дело не ограничивается. Очень ценится вариант, когда кусочки рыбы готовятся в общем горшке с бульоном прямо на столе, вместе с соевым творогом, тофу, грибами и сезонными овощами. А после того, как основные ингредиенты съедены, наступает время для финального аккорда. В оставшийся наваристый бульон добавляют рис и яйцо, получая невероятно ароматную и сытную густую кашу-суп.
Любители хрустящей корочки оценят кусочки фугу, обжаренные во фритюре. Также ее готовят и проще. Жарят на сковороде или на гриле. Не пропадает и кожа. После тщательного удаления шипов ее бланшируют и подают как закуску, часто с тем же цитрусово-соевым соусом. У нее интересная, слегка желейная текстура. И нельзя забывать про молоки фугу. Этот деликатес часто подают отдельно, слегка обжаренным, бланшированным или добавленным в суп. У него нежнейший сливочный вкус. Часто трапезу сопровождает горячее саке, в которое для аромата опускают поджаренный плавник фугу. Как видите, японские повара нашли множество способов раскрыть вкус этой уникальной рыбы. Что же заставляет людей сознательно пробовать блюдо, которое может их убить? Ради чего этот смертельный риск? Поклонники фугу описывают ее вкус как нечто невероятно утонченное, почти неуловимое, сравнивая его с изысканной гладкостью шелка. Знаменитый японский керамист Китаодзи Росаннун был категоричен. Он считал, что вкус фугу ни с чем не сравним, и тот, кто попробует ее несколько раз, становится ее рабом, а людей, боящихся ее есть, можно лишь пожалеть. Но дело не только во вкусе. Считается, что фугу дарит особые ощущения. Высшим мастерством повара является умение оставить в мясе ровно столько тетрадотоксина, чтобы вызвать у едока легкую эйфорию, едва заметное покалывание или онемение. Некоторые гурманы описывают это как волну, которая постепенно парализует тело, от ног к рукам, затем к челюстям, оставляя подвижными лишь глаза. А потом через мгновение все возвращается в норму. Этот опыт балансирования на грани бытия и небытия, по мнению некоторых, имеет глубокие культурные корни, связанные с древним японским восприятием смерти как высшей точки красоты. Фугу дает шанс прикоснуться к этому пределу и, если повезет, вернуться обратно. Казалось бы, ученые уже научились выращивать совершенно безопасную, неядовитую рыбу, просто изменив ее рацион. Но большого успеха у гурманов она не приобрела. Без своей смертельной угрозы, без этого ореола риска, фугу стала просто рыбой. Вкусной, но обычной. Оказалось, что сама опасность, игра со смертью — это неотъемлемая часть ее привлекательности. Не зря ценители готовы платить самую высокую цену за фугу именно весной, когда она считается наиболее ядовитой. Риск — это и есть главная приправа. Итак, вы решились попробовать фугу. Где же искать этот деликатес и как не нарваться на неприятности? Главное место, где фугу является частью кулинарной культуры и где ее приготовление доведено до искусства, это, конечно же, Япония. Именно там сосредоточено подавляющее большинство ресторанов, предлагающих это блюдо. Особенно славится город Симоносеки, который неофициально называют столицей фугу, а также Осака и Токио, где можно найти множество специализированных заведений. При выборе правильного ресторана нужно учесть ряд моментов. Как же выбрать ресторан, чтобы опыт был захватывающим, а не фатальным? Первое и самое главное правило – ищите лицензию. В Японии только повара, прошедшие строжайшее обучение и сдавшие сложнейшие экзамены, получают официальное разрешение на работу с фугу. Эта лицензия – ваша главная гарантия безопасности. Обычно она висит на видном месте в ресторане. Отдавайте предпочтение заведениям, которые специализируются именно на фугу. Повара в таких местах имеют постоянную практику и высочайшую квалификацию. Обращайте внимание на репутацию ресторана, рейтинги, отзывы. Устоявшиеся, известные места дорожат своим именем и безопасностью клиентов. Слишком низкая цена на блюдо из дикой, ядовитой фугу должна насторожить. Возможно, за ней скрывается отсутствие лицензии или попытка выдать выращенную неядовитую рыбу за экстремальный деликатес. И самое важное — никогда, ни при каких обстоятельствах не пытайтесь приготовить фугу самостоятельно или покупать ее у нелицензированных продавцов, например, на рынках. Большинство трагических случаев происходит именно из-за такой самонадеянности. Если вы находитесь за пределами Японии, найти место, где готовят настоящую ядовитую фугу по всем правилам, крайне сложно и рискованно. Лучше довериться японским мастерам в их родной стихии. Смертельная опасность фугу широко известна, однако существует рыба, чей яд действует еще разрушительнее. Это бородавчатка или рыба-камень. Именно ее считают самой ядовитой на планете. Она мастерски маскируется под обычный валун, обросший кораллами, и обитает на дне у коралловых рифов Индийского и Тихого океанов. Ее главная опасность в острых шипах спинного плавника. Каждый из этих 13 шипов имеет у основания железы, вырабатывающие сложный коктейль из токсинов. В отличие от фугу, яд который нужно съесть, бородавчатка активно впрыскивает свой яд при надавливании на шип, например, если на нее случайно наступить. Последствия укола ужасны. Невыносимая боль, которая может привести к шоку и потере сознания, быстрый отек, отмирание тканей, паралич и без своевременной медицинской помощи — смерть.
Хотя яд бородавчатки невероятно силен и действует очень быстро, против него, в отличие от тетрадотоксина фугу, существует специфическое противоядие. Как это ни странно, мясо бородавчатки тоже используется в японской национальной кухне. Там оно ценится за свой вкус и текстуру. Употребляют этот деликатес, как правило, в виде сашими. То есть в сыром виде с соусом, или обжаривают во фритюре. Почему же это безопасно? Дело в том, что ядовиты только железы у основания шипов. Само мясо рыбы яда не содержит. Поэтому при очень аккуратном удалении спинного плавника со всеми шипами и кожей ее филе становится безопасным для употребления. Здесь не требуется такая сложная внутренняя чистка, как у фугу, но необходима предельная осторожность при первичной обработке из-за ядовитых шипов. Фугу давно вышла за пределы японской кухни и стала полноценным культурным символом. Ее смертоносная репутация, уникальный процесс приготовления и почти мистическая притягательность сделали ее любимым элементом в фильмах, аниме, книгах и даже в видеоиграх. В этих историях фугу всегда окружена ореолом таинственности, риска и смерти, идеальные ингредиенты для запоминающегося сюжета. Вспомнить хотя бы эпизод из сериала «Симпсоны», где Гомер пробует фугу в японском ресторане и оказывается на грани жизни и смерти. Этот сюжет стал не просто шуткой, а настоящей сатирой на экстремальные кулинарные предпочтения и непредсказуемость судьбы. В японских дорамах фугу часто выступает некой проверкой на смелость или символом элитного образа жизни. А в криминальных фильмах ее используют как инструмент для изощренного убийства, когда жертве подсовывают чуть-чуть неправильную порцию. Не обошлось и без мифов. Один из самых популярных, будто можно научиться различать безопасные и ядовитые куски фугу на вкус или даже по запаху. Это полная выдумка. Ни цвет, ни запах, ни текстура мяса фугу не укажут на содержание тетрадотоксина. Только опыт и знания сертифицированного повара позволяют отличить опасное от безопасного. И да, еще один миф, будто фугу вызывает галлюцинации. На деле ощущения от легкого отравления скорее напоминают покалывание, легкий ступор и даже эйфорию, но не визуальные или звуковые иллюзии. Фугу стала настолько символичной, что в некоторых японских храмах можно найти ей посвященные амулеты, якобы на удачу или для защиты от смерти. Вот такая ирония. Смертельно опасная рыба становится талисманом долголетия. Но куда более странная история случилась с аниме-сериалом, где герой научился использовать яд фугу как оружие. После показа эпизода в Японии резко возрос интерес к рыбе у молодежи, и несколько нелицензированных ресторанов даже получили штрафы за опасную подачу фугу в стиле аниме. Что будет, если реальность станет похожа на выдумку? Хотя кажется, что фугу это лишь деликатес для любителей острых ощущений, на деле это еще и предмет серьезных криминальных схем. Тетрадотоксин – один из самых мощных природных ядов, и его концентрация в органах фугу делает рыбу объектом интереса не только гурманов, но и контрабандистов. Да, фугу стали нелегально вывозить из Японии в другие страны, несмотря на запреты. Особенно часто это случается с сушеными или замороженными экземплярами, в которых оставляют печень или икру, самые ядовитые части. Их везут под видом сувениров, образцов для исследования или даже поддельных морепродуктов. Уловка простая, на рынке такие части фугу стоят огромных денег, особенно среди богатых гурманов, которые ищут настоящий вкус опасности. Самый громкий случай произошел в середине 2000-х, когда в порт Нью-Йорка прибыла партия мороженой рыбы. Документы гласили, что это обычный тунец, но опытные эксперты службы безопасности заметили несоответствие в форме и весе. Проверка показала, это была фугу, причем с печенью. Судебное разбирательство шло годами, и в итоге 3 человек получили реальные сроки. В некоторых странах, как Южная Корея и Китай, также зафиксированы случаи продаж нелегальной фугу в подпольных ресторанах. В Малайзии даже был случай, когда повара готовили фугу на черном рынке, используя рецепты, найденные в интернете. Особенно опасно то, что такие операции привлекают не только кулинарных энтузиастов, но и преступников, желающих использовать яд в качестве оружия. Учитывая, что тетрадотоксин не имеет вкуса, запаха и быстро разрушает нервную систему, его сложно обнаружить в организме после смерти. Это делает его потенциально идеальным оружием без следов, по крайней мере в глазах злоумышленников. Пока вы заказываете суши, кто-то везет через океан настоящий яд. Научный прогресс не обошел стороной и рыбу фугу. Ученые всего мира уже не первый десяток лет пытаются разгадать секрет ее смертельного яда и научиться использовать его на благо человечества. И что удивительно, у них это начинает получаться. Во-первых, как уже упоминалось, фугу становится ядовитой не сама по себе, а из-за бактерий в пище. Используя этот факт, японские и китайские фермы уже давно разводят полностью безопасную фугу, выращивая ее в контролируемых условиях. Но ученые пошли дальше. В лабораториях удалось синтезировать тетрадотоксин, не прибегая к рыбе вообще. Такой искусственный яд в малых дозах начали исследовать как потенциальное средство от хронических болей.
Его эффективность оказалась выше, чем у морфина, при этом без зависимости. Еще более удивительное направление – использование молекул тетрадотоксина в онкологии. Некоторые исследования показывают, что яд способен блокировать рост опухолей, влияя на ионные каналы клеток. Пока все на стадии экспериментов, но уже сейчас ясно – рыба, пугающая поваров, может стать спасением для пациентов. Более футуристичный проект связан с биотехнологиями. Стартапы разрабатывают генетически модифицированные виды фугу, которые будут иметь усиленный вкус, но без яда. Цель – создать гурманский продукт будущего, который будет безопасен, вкусен и доступен. Есть и проекты, где фугу пытаются обучить определенным поведенческим паттернам, чтобы использовать ее как биоиндикатор загрязнения воды. Поскольку фугу чувствительна к токсинам, ее поведение может подсказывать экологам о загрязнении морской среды. Наука превращает страх в инструмент. Кто они? Люди, для которых фугу не просто деликатес, а образ жизни. Среди них много знаменитостей, миллиардеров и просто безумцев, готовых платить $1000 за одно прикосновение к опасности. Один из самых известных поклонников фугу – бывший премьер-министр Японии, который, по слухам, заказывал ее себе чуть ли не еженедельно. Его персональный повар прошел отдельную проверку службы безопасности, а известный голливудский актер, снявшийся в боевиках, рассказал в интервью, как его подкупил эффект покалывания в губах, который он почувствовал после дегустации фугу в Киото. Он описал это как поцелуй смерти, который хочется повторять снова и снова. Некоторые миллиардеры устраивают частные ужины, на которых приглашенный шеф готовит фугу в режиме шоу. Один японский банкир за один вечер заказал 3 блюда фугу разных видов, настоял на приготовлении печени и оставил чаевые размером с небольшую квартиру. Такие трапезы – это не про еду. Это про статус, демонстрацию власти над страхом, вызов судьбе. Существуют даже клубы только для своих, где участники обсуждают разные виды фугу, методы приготовления и даже степень онемения после трапезы. Некоторые из них собирают коллекции ножей, которые используют повара, и хранят их как реликвии. Что движет на грани жизни и смерти? Фугу давно вышла за пределы Японии. В США ее подают лишь в избранных ресторанах, под строгим контролем и с заранее очищенной рыбой. В Европе чаще запрещают, чем разрешают, но интерес не угасает. В Азии подпольные рынки процветают, а гурманы ищут ту самую, настоящую опасную фугу, за которой стоит острое ощущение риска. Научные фермы выращивают безопасные виды. Ученые исследуют яд как лекарство, а повара пытаются сохранить магию блюда без угрозы смерти. Но чем меньше в фугу яда, тем больше она теряет свою суть. Ведь дело не только во вкусе. Настоящая фугу – это испытание, ритуал и вызов. И пока находятся те, кто готов рискнуть ради уникального опыта, она будет жить. Потому что иногда вкус жизни ощущается только на грани. Рыба фугу – это рейменю, это экстремальный деликатес, способный одновременно усладить взыскательный вкус и пощекотать нервы. Не просто еда, а целый ритуал, балансирующий между кулинарным искусством и смертельным риском. Надеюсь, этот рассказ о самом опасном лакомстве был вам интересен. Спасибо за просмотр.